Значит, аспекты. Цель – расторгнуть все договора, контракты, подконтракты любого рода соглашения с антимиром, вернуть себе целостность и весь мой творческий потенциал, отдать карму антимиру и убрать все крючки и зацепки. Значит, первый аспект – это узнать и убрать причину, почему я так волнуюсь по поводу моей работы, что на ней происходит, насколько другие правильно ее выполняют. Я так думаю, что это, возможно, связано с тем, что когда я рожалась, ну, когда мама моя меня рожала, то был религиозный праздник, Пасха, и врачи, они выпивали на рабочем месте, и, не так исполняли свои, как бы, ну, рабочие обязанности. То есть, возможно, ну, я так предполагаю, это может быть связано с этим. Вот. Я работаю инженером на проектировке устройств для нефтяных платформ, и я хотела поменять сферу деятельности раньше и подавала много куда, но в результате получила работу, ну, примерно в той же самой сфере, просто в другой компании. И, ну, до сегодняшнего момента как бы там работаю, и бизнес никак не начну, хотела начать, никак не получалось. В общем, я хочу убрать все причины, которые мешают мне, если они есть, менять сферу деятельности и заниматься чем-то другим профессионально. Второй аспект, значит, убрать причину высыпаний на коже. Мне постоянно хочется трогать мою кожу, что-то с этими прыщиками делать, вот какое-то такое вот... В общем, я сама их трогаю, и они из-за этого еще больше... В общем, убрать причину этого. Были несколько раз странные звуки в ушах. Было такое, что меня как будто накрыл как будто купол, и такое впечатление, что звуки в нем отражались, пока до моих ушей доходили. Такое было, потом это прошло. Было пиканье то в одном ухе, то в другом. Был какой-то женский голос, который мне что-то говорил, но я совершенно не запомнила, что, ну, сознательно я не запомнила, что было сказано. Было такое, что я услышала какое-то жужжание, вот как будто вот какое-то устройство вот так вот пролетело, такое вот так вот один раз такое было. То есть какие-то странные иногда бывают звуки, не каждый день, но бывает, хочу убрать причину. И если еще остались причины плохого зрения или видения, я тоже хочу их убрать полностью. Третий аспект. Однажды, вот несколько недель назад, наверное, когда я ложилась спать, было ощущение того, что на меня кто-то справа смотрит. Вот стоит невысокий черный сущность и смотрит на меня пристально. Я посмотрела, ощущение, что смотрит очень пристально. Через какое-то время их уже было не один, а уже они были вот везде. Вот я лежу на кровати, они как будто вот так вот в воздухе, вот так вот. И справа они примерно все одинаковые по размеру и цвету, черные. Также в июле меня впервые в жизни ужалила медуза. То есть это было что-то вообще из ряда вот входящее, я запомнила, потому что я всегда была осторожна, когда купалась в море, а это я ее не видела, она была глубже видно, и зацепила чуть-чуть, ну, оно там прошло на следующий день, но все равно, как бы убрать причину, разобраться, с чего бы это. Сны. Было пару снов. Один связан про сговор с убийцей, как будто я была в комнате. Нас там было несколько, и вдруг в комнату зашел убийца и застрелил 2 или 3 человек. А рядом стояла женщина, она считывалась как бабушка или бабушка что-то. Он ее не тронул, она ушла, а я договорилась с убийцей, что, типа, я вызову полицию, чтобы его арестовали, потому что, А он ответил, что он именно этого и хочет. Он хочет быть арестованным, то есть я позвонила в эту полицию, полиция какая-то была странная, задавала совершенно не относящиеся к делу вопросы,
Вот. Но, тем не менее, я сказала ей все то, что обычно говорят, когда вызывают полицию, там, ну, что произошло, там, имя, адрес. То есть такое. Было странное вот такое ощущение, как будто это была какая-то сделка с этим убийцей, как будто он именно этого и ждал, и хотел. То есть хочу отменить эти все контракты, которые я заключила тогда. И был еще сон про деда. Ну, как бы я думаю, что это одна и та же сущность, было два похожих сна. В одном сне этот человек считывался как дед, а в другом как то ли летчик, то ли что-то такое. И в обоих этих снах присутствовал еще мой муж. И когда я делала то, что этот дед мне сказал, после этого как-то муж меня не слышал. Он меня и на физике тогда не слышал, как бы, ну, я говорю, что я вот это не хочу, я вот это хочу, или какие-то там вот, ну вот просто такое впечатление, что вот, ну не слышит, вот хотя мы рядом вот есть. То есть у меня такое впечатление было, что эти вот контракты с этим дедом или летчиком, или кто бы он ни был, что они каким-то образом мешали или мешают, ну, мешали моей коммуникации с мужем вот в тот период. Я также запомнила, что вот примерно тогда мы ехали на машине, и муж был за рулем, и в нас, ну, несколько раз чуть не врезалось транспортное средство с моей стороны. Я сидела спереди. То есть один раз он спросил, там, типа, ну, мы выезжали из-за поворота, и нужно было вправо посмотреть, там, типа, есть машины, нет? Я говорю, есть машины, ну, типа, ну, не свободно. А он все равно на газ жмет, и, короче, у нас чуть эта машина не въехала, он, ну, как будто не слышал, что я ему говорю, что не едь, ну, типа, нет. А второй раз мы ехали, был круг, развязка, и он неожиданно, ни с того ни с сего, вдруг поменял как полосу, там был двухполосный такой круг, и он выехал прямо перед носом у автобуса, который как бы ехал по своей полосе, и тоже этот автобус еле успел затормозить прямо вот дверь, как бы, где я сидела, вот как бы вот, я ж вообще, ну, то есть это вот в этот период с этими снами, вот это произошло, я очень запомнила, и, ну, это очень меня прям потрясло в то время. Хочу отменить все контракты, расторгнуть договора и убрать все причины и зацепки, и все, что этому способствовало. Пару лет назад у меня от работы был курс погружения под воду в модели как вертолета, то есть это начальник оплатил, то есть вот. И ну, я помню этот курс до сих пор, потому что вот как бы смысл в том, что человек, ну, я сидела привязанная ремнем безопасности в этой модели, и это все погружалось под воду. И нужно было подождать, пока эта модель перевернется, когда я была вверх тормашками, то есть голова внизу, и только тогда спасаться. То есть фактически я сидела, видела, что я как бы погружаюсь, умираю, как бы, ну, мозг понимает, что это ненормально. Вот. Но, тем не менее, нас проинструктировали, что нельзя выплывать до того, как вертолет этот полностью перевернется, и то только тогда вынимаешь окно, там это самое, оставляешь эту трубку, ну, сначала оставляешь эту трубку дыхания, там специальное такое, потом, значит, он переворачивается, потом выбиваешь окно, и только потом отстегиваешься и спасаешься. То есть такое вот, ну, это несколько раз так просто, это такой обязательный курс, на который меня тогда отправили. В общем, я хочу отменить свое участие в нем, потому что это, ну, это ненормально. Помню, что очень он, ну, до сих пор я его помню. Так, ага. Еще следующий аспект. Я в июле заказала номер мобильного телефона новый, но так получилось, что предыдущая владелица до сих пор его то ли использовала, то ли где-то он был записан, зарегистрирован, потому что мне названивали совершенно чужие люди. Мне приходили смс-ки, которые ей предназначались. То есть, ну вот, я отказалась от этого номера, еще и там он стоил дороже, чем я себе предполагала услуги в этом номере. То есть я, ну, все заплатила, то, что полагается, отказалась. Ну, хочу убрать причину, почему вот чужая вот женщина была как бы привязана к моему новому тогдашнему номеру, который тогда был. То есть это Ну, тоже... наверное, ты выбрала такой номер. То есть нужно Мгм. так как бы обратить внимание на себя, почему ты выбрала этот номер Да. проблемный.
Мгм. Почему я именно вот тогда захотела новый номер себе завести, хотя у меня был нормальный, вот, и почему я именно, ну вот, впустила в мое пространство именно этот номер. То есть там не то, что можно было выбирать номер телефона, просто он как автоматически, ну это, ну просто почему так Мгм. получилось. Вот. И такой вот глобальный аспект у меня, ну, по жизни странные какие-то вот отношения с девочками вот моего возраста. Вот сколько я себя помню, постоянно у нас какие-то странные отношения были. То есть те подруги, которые у меня были долго, они были, как правило, либо токсичные, либо, ну, как-то, ну, задерживались дольше, только те, которые, я не знаю, ну, это были какие-то неравноправные отношения. А с другими девочками как-то постоянно у меня какие-то в голове были заморочки, что там, ну и там, или они там что-то там плетут, какие-то козни, или что они там, ну какие-то не такие. Вот постоянно что-то вот, то есть сейчас это уже почти убралось, но все равно еще чуть-чуть есть. И я хочу убрать эту полностью причину до конца. Почему я так думаю, почему эти отношения не складываются, как правило? Вот, то есть, ну, с женщинами другого возраста вроде нормально, ну, которые там меня старше намного или младше, там, ну, дети. Еще так, ну, дети, ладно, дети не очень. Но вот моего возраста, сколько помню, там одноклассницы, одногруппницы, там какие-то сотрудницы, постоянно что-то не то. Так, и опять поднялась тема про моего ребенка. Мне приснился сон, что даже два сна таких было, что я принимала за чужих детей за своих. То есть какая-то женщина называла своего ребенка там своим или там что-то, а я его в этом сне называла как моим и заботилась о нем, как будто это мой ребенок. То есть вот два сна таких было. То есть почему это и убрать причины, все зацепки, на что это притянулось. И я вспомнила, тут я вообще не знаю почему, но я вспомнила, мне показалось, что это был какой-то ритуал. У нас на школьном выпускном был такой вот как церемония, не знаю, уже во время празднования, то есть уже вечер, уже было темно, нам раздали свечки, каждому по горячей свече. Ну, там не весь класс был, а нас было, не помню, ну, человек 15, наверное, может, меньше. И мы стояли в кружочке с учителями, ну, то есть учительница какая-то нам вот это вот раздала эти горящие свечи, включила музыку, песню ДДТ, там что-то, это все, что останется после меня, все, что я возьму с собой. И вот сейчас я думаю, что песня-то про смерть, ну, как бы, и мы стояли в этом кружочке, вот это вот подпевали, я помню, что такое вот у меня было ощущение чего-то важного, что там вот, ну, что-то важное именно происходило в этот момент, что мы стояли с этими свечками в кругу, и вот эту вот песню исполняли, слушали. Вот, я хочу отменить этот ритуал. Я все-таки думаю, что это был ритуал какой-то, а не просто так. И все последствия этих воздействия этого ритуала и ну, отдать карму, кому полагается. Вот. Передать информацию хочу всем светлым душам, кому она нужна, кто всплывет, кому нужна. Вот. Ну да, вот еще чуть-чуть подробнее пропустила вот этот про ритуал последний, что ты говорила. Да, да. Что там? Группа людей была, да? Да, нас было одноклассники и одна или две или три учительницы, я уже не помню. И мы стояли просто в кругу, нам всем вот эти учителя раздали горящую свечку, каждому по одной. И мы все в кругу стоя стояли и пели эту песню. Я помню, что я чувствовала, что это что-то важное, что это не просто так, что это как прощание какое-то. Вот. Но песня, вот именно слова, это все, что останется после меня, это все, что я возьму с собой. Там что-то было, потом он куда-то ушел. Ну, то есть вот как будто про смерть, как будто он вот навсегда прощается с чем-то. Вот такое вот. А в честь чего это был? Выпускной, песня? школьный, выпускной. Выпускной, да? Да, да, то есть уже там под конец банкета, уже там почти, ну, там кто куда пошел, а вот группка там нас вот осталась, не весь класс, но вот кто был там, всех собрали, вот это раздали, и вот так мы делали. Вот. Понятно. Просто я что-то это вспомнила, вот именно сейчас, вот именно вот ярко. Ну, раз вспомнила, значит,
Где-то что-то есть. Хочу отменить, потому что, ну, что-то важное, я так думаю. Мгм. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да, Что ты видишь, Виктория? очень много каких-то событий, которые разворачиваются. Мгм. Темные сущности, которые как связывают что-то, и приготавливается взрыв. Также вижу, почему-то пришла Татьяна на сеанс. Мгм. Да, я вижу ее. У нее вот этот, что вчера был на сеансе, как лупа в правом глазу. Мгм. Вот. Понятно. Сейчас надо спросить, почему она пришла. Мгм. Обратись к Татьяне тогда. Мгм. Спроси у нее, почему она присутствует на сеансе. Она показывает на сектор магии. Показывает и говорит вот так. Они присутствуют. Так, кто присутствует, приказывай присутствующим проявиться. Как-то как будто фонтан так выливается в одну сторону, портал открылся. Выходят оранжевые шары, как из трубки. Мгм. И вижу ситуацию, когда э, я вижу, как ужалила Наталью медуза. Она схватилась за это место, за ногу, но мне хочется на нее сказать Татьяна. То есть идет какой-то переброс. Переброс. Да, Мгм. как-то они связаны вместе. И вот эти черные энергии. Так, ладненько, Виктория, отсоединись от этих ситуаций. Я ей говорю, что поблагодарила ее, что она пришла, что мы все разберемся. Мгм. Вот. Отсоединись И от этой я ситуации. отсоединяюсь, и это все убираю. Мгм. Хорошо. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Натальи. 1, 2, 3. Я вижу ее, она выглядит очень большая. Энергосфера как-то гудит. Мгм. Под ногами у нее находится вот эта конструкция, которая вышла. И там эти оранжевые такие, они считываются почему-то помидоры. Ну, Мгм. эти апельсины, они вот так вот. Мгм. И связанная какая-то женщина там. Это связано с этими апельсинами. И я вижу, что там кто-то связанный. Как будто бы вот так наполовину лежит. А, Руками вот так как упирается. Вот. Мгм. Я посмотрела, это Татьяна. Также я вижу, что у Натальи и идет вот так сюда в висок. Такая подключка черная. Мгм. Висок. И
какая-то штуковина вот так пролетает, как будто у нее есть ось у этой штуки, и она как-то кружит вот так вокруг. Мгм. Какая-то блестящая штука. Она вот так на уровне носа, наверное. Вот так пролетает. Так, Так, а она, вот эта блестящая штука, по ментальной карте, где она находится? Я вижу, что она находится, вот как я сказала, на уровне носа, Мгм. но идет изо рта вот так какая-то полоса черная из сектора интерферентов, которая проходит вот так сквозь горло, выходит через рот и как-то вот так связана. А она, когда я на нее смотрю, она как будто стоит на одном месте. Но в то же время считывается такое движение. Мгм. Движение по кругу, как будто бы вокруг оси. Вокруг Натальи, Мгм. вокруг оси. Так, хорошо, Виктория. Отодвинь пока эти ситуации. Да. Считай эфирной ДНК Натальи, она ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней и для нее. Она разрешает Мгм. и оборачивается вот так боком, показывает мне ее крылья. И правую ногу вот так она как будто отставила, как будто не может к себе пододвинуть. Она как будто затягивается в сектор интерферентов, и ее крылья вот здесь белые такие. А потом, там, где большие эти перья, оно почернело и утягивается тоже в сектор интерферентов. А в секторе магии кто-то стоит с каким-то пультом управления, как джойстик какой-то. И в каком-то времени я вижу взрыв. Мгм. Так, хорошо. Кто вот этот стоит с пультом, я ему приказываю в соответствии его физическим ДНК. Это Илья Цельнозор. Приказываем отвечать, что он делает в пространстве Натальи. Говорит, эти черные, это дух в нем говорит. Он говорит, запутываю. Я вижу, как запутывает эти нити черные. И говорит, готовлю катастрофу. Так, приказываем отвечать, какую катастрофу он готовит. Я вижу как будто бы в теле Натальи. Я мужу говорю, я вижу, как эта машина летит. Вот эта ситуация, которую рассказывала Угу. Наталья, но идет смешение энергии с Татьяной. Нужно посмотреть, что случилось, каким образом. Вот, то есть вот эта авария, и я вижу сон. Так, Договор. во время сна договор. Я слышу, да. Мгм. Так, давай посмотрим, что это был за сон, Виктория, что происходило. Я вижу, заходит Илья, заходит с бородой,
борода черная тянется, считывается Черномор, убивает людей. А пальцем тычет какая-то женщина, и как в норку нырнула. Она почему-то звучит баба. Сейчас я ее вот так хвать рукой Мгм. и приказываю остановиться и проявиться, кто она. А это Приказывает. Мона. У нее такие М. глаза большие, как шары два. Мгм. А он вот так раз гипноз использует пальцем на талию Мгм. и говорит слово причастно. Мгм. Так, а к чему причастны? Когда он это сказал, в этот момент я вижу, как такие темные духи как-то обступили ее и повалили на землю. И она вот это сидит в таком положении, как Татьяна там сидела. А он говорит, к разорению мира. Мгм. Который- Зовет ее с собой вот так. Я вижу, как одна часть идет какое-то смешение, идет энергии Татьяны в Наталье. Я отделяю и приказываю всем этим и замораживаю это все Мгм. Заморозь. и хочу отделить энергии Натальи от энергии Татьяны. Так. Я вижу, что в этот момент у Натальи появляется привязка, связана такая, как петля на правой ноге. Мгм. И ее часть, так, сейчас я считаю, Татьяна, вот с этим имплантом в глазу, она осталась как бы полусидящая. То есть какие-то программы перебрасывают на Наталью. А Татьяна, Наталья, господи, что это такое? Мгм. Сейчас я отделю. Ну, Поднимается вот давай, так Маш, повыше. посмотрим, когда они, Виктории, соединились, эти энергии. Да, да, Посмотрим это событие. Хорошо, да. Виктория, заморозь эту ситуацию. Мгм. Найди в эфирном пространстве это событие, когда эти энергии Татьяны и Натальи слились. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Я вижу много людей. Они все находятся в секторе магии. И они все стоят по кругу. И вот так руки как бы держат рука на руке. И одновременно как-то проходит такой портал сквозь их руки. И вылетают оттуда оранжевые шары. Мгм. Я вижу на физике, это считывается глубокая медитация. А на физическом плане вижу, как Наталья радостно так смотрит с доверием в экран. Там этот символ цельнозора. И Мгм. считывается вызывание духов. Это коллективная считается медитация. Мгм. И я слышу смещение осей сознания. И это имеет отношение к этому импланту, а, который вот как бы кружится вокруг оси. Мгм. Вот. И я вижу, как
И какая-то мантра. Какая-то мантра звучит. Я слышу слово мантра. Мгм. Так, к чему? Заклинание. Как-то мантра и заклинание, Мгм. как бы это одно и то же. И вижу, это ситуация, где дети стоят, выпускники, Выпускной. Мгм. да, с этими свечами. Это тоже круг, считывается посвящение в круги ада. О, Господи. И я вижу, одна из учительниц, а, у нее, она как клон, у нее туловище, как у козла, и ноги такие, и ноги вот так тянутся в сектор интерферента. Мгм. Так, этой учительнице я приказываю проявиться в соответствии ее эфирным ДНК. Ну, вот это она и есть с Мгм. эфирным ДНК. Ноги черные до талии, а после талии как будто бы вот так ей отрезала. И гипноз. Считывается гипноз, то есть вот эти белые энергии, ложный свет. Мгм. И у нее имплант, вот так где-то сзади, вот такое, как на каком-то прутике, висит, считывается кормушка перед глазами, такая как погремушка. Ну, как деткам вешают что-то такое, чтобы дети смотрели, отвлекать, привлекать внимание и отвлекать. Вот это точно так же. М. Это же такая погремушка, которая тоже у нее так высвечивается. Мгм. Считывается Люцифер, когда я смотрю на эти энергии. Мгм. Так, и этой женщине приказываю, учительнице этой приказываю отвечать, что она делает в пространстве Натальи. Говорит, подготавливаю. Среди этих всех детей внимание идет только на Наталью. Мгм. Так, приказываю отвечать, к чему она ее подготавливает. Она говорит к переселению душ. Так. Мгм. Так, а каких душ приказываю отвечать? Показывает рукой туда вниз, но это не она. Я ее не вижу, как она на физике выглядит. Я только считываю, что это женщина, учительница. Я с этим духом говорю. Мгм. Говорит падших. И этот портал, который открылся, он вот так выглядит, как люди стоят в кругу. От них идет, от каждого как спицы в одну точку и от ног вниз. А потом ниже такие же считывается перерождение. То есть это портал, эгрегор перерождения, механизм перерождения душ, выбора тела. Вот это, что я увидела, вот этот сбой их матрицы, и сейчас нужно смотреть, что Татьяна пришла на сеанс, потому что она как-то связана. Сейчас я посмотрю, каким образом. Мгм. Я вижу, что они перебрасывают вот так друг с другом, как будто жонглируют. Считываются эти помидоры, а, выглядит как апельсины, а звучат помидоры. Когда я подумала, почему Помидоры? помидоры, то Мгм. я увидела, такой срез, и я услышала, отравленные внутри. Мгм. Вот. Так, давай посмотрим,
что еще происходило с эфирным телом Натальи во время ритуала выпускников? Я вижу, что все дети как загипнотизированные стоят. И только Наталья, у нее проник дух черный, или он был. Вот. И я Так. вижу, сейчас хочу посмотреть, она пишет какой-то договор. Я слышу договор бесчестия. Мгм. И это имеет отношение вот с этой позой, что женщина упала, вот так лежит, как бы готова. И вот этот сон, С она как бы убийством. связана Мгм. с этим убийством, а этот подходит, как бы и на нее пистолет наставляет, а потом передумывает и говорит: пойдем со мной. Почему-то. Мгм. Вот. Так, я сейчас хочу Так. посмотреть, какой контракт был заключен. Это Какое-то договор. черное пламя, да. Мгм. Пусть Наталья вытащит этот договор. Я Давай. слышу сесть на иглу смерти. Мгм. И вот эта подключка, ну, в- как висок, черная. Оно, я вижу, что вот эти вызывания цельнозоровских духов именно притянулись на этот контракт, на это событие. Мгм. Так, а кто вторая сторона этого договора бесчестия? Я ему приказываю проявиться. Вот эта учительница, она как-то идет подсознательный диалог у Натальи с этой учительницей. И эта учительница говорит: ничего страшного. То есть М. подсознание как-то сопротивляется с этим решением делать этот ритуал. А эта учительница, у нее как бы юбка, и она поднимает эту юбку и достает такой, как шланг черный, и говорит: ничего страшного, мы все одинаковы. И у нее такие ноги с копытами черные, как в шерсти. Говорит: мы все одинаковые, мы все Мгм. пойдем туда. Так, и приказываю отвечать. Что значит, что они все одинаковые? Чем она одинакова с Натальей? Приказываю отвечать. Она показывает вот этот круг, который связывает всех. Мгм. Вероятно, там еще какой-то был. Сейчас я смотрю, на что это притянулось. И Мгм. я вижу, как эта ситуация, когда Наталья выкладывала этот ведьмовской круг. Вот у нее камешки, такие камни, и она их выкладывает вот против часовой стрелки, а потом становится внутрь этого круга, и там образуется такой вокруг нее, как будто из козьей шкуры шалаш, который вот так плотно ее обволакивает, и она резко падает в портал, как на лифте вниз. То есть это из прошлого этого воплощения. Именно этот контракт мы не могли расторгнуть, потому что перед сеансом всплыли вот эти оранжевые э, шары, Апельсин. которые Мгм. налетели на меня, эти апельсины, а я их отправила обратно. И Мона сразу получила карму, там ее Илья отмачивал, мне идет. Хм. И
Она перестала со мной общаться, я ей сразу писала, начала звонить, говорю, ты карму получила, чтобы ее предостеречь, но ей уже занялся Илья, и он ее уже там гипнотизировал. Вот. Да-да. Я вижу, как она полетела. То есть ты бери на заметку все эти контракты, потому что это связан с этим. Сейчас я посмотрю, куда она упала. Она упала. Мгм. Цепочка. Вот, она упала в пространство, прямо вот как в сектор интерферентов. Вот это изгиб такой получился в эфирном пространстве, и она буквально как в лапы попала, как будто бы по водосточной трубе вот так летит и Мгм. попала в какое-то такое пространство. Она как будто бы вот так шух, и в какую-то полость такую. Там такой свет, равномерный свет, непонятно откуда, как туман. Мгм. Виктория, как это пространство считывается? Как оно называется? Так, сейчас я посмотрю. Это выглядит вот так. Какое-то существо, я вижу его череп. И Мгм. она влетела, как будто в левый глаз, этот портал. И буквально считывается, прошмыгнула. Я вижу вот эту кость лобную, огромное какое-то существо, как нефилим. Мгм. О, череп такой кривой. А, Мгм. И этому Один глаз такой. Нефилиму приказывает отвечать ему, кто он такой. Я слышу Илья Мона. Виктория, читай информацию. Почему они в виде Нефилима? Это его воплощение. Мгм. А читай информацию, почему они вдвоем? Кто они? Илья Мона, ты сказала. Ну, Этот я так Нефилим. услышала. Мгм. Почему ты так услышала, Виктория? Я вижу, что энергия Моны, она находится у него во второй чакре. Мгм. Она является его пиндером. Такой вот клубок, шар и такой пиндер, который направлен в этот же портал, в сектор магии. Мгм. Ладно, хорошо. Так, ладненько, Виктория, пока это отсоединись от этого Нефилима. В Я этом хочу посмотреть, она нырнула. Да, в А, этом пространстве какой-то свет ты увидела. Ну, она нырнула в этот свет. Мгм. Это как гипноз. Вот это гипнотическое пространство, как будто в глаз ему Мгм. проникло. И осталась вот на уровне вот здесь. Такое она с таким разгоном. И как бы остановилась, вот уже вышла за пределы его сознания, то есть тела как бы эфирного, физического, вот так. И я вижу, что этой девушке в этом воплощении было очень плохо. Она на физике, у нее какая-то безысходность, и она рыдает, и она готова умереть, она готова пойти на сделку с Люцифером. Мгм. Она ищет возможность какую-то. Я вижу, как она снова то она камни раскладывала, а потом вокруг этих камней в противоположную сторону расставляет горящие свечи. Мгм.
Вот, я вижу, как время это мантра, заклинание. Она прочитала заклинание, А, открылся портал, и она вот так провалилась. Я хочу сейчас посмотреть на подсознательном уровне, какой контракт она заключила с Люцифером. Посмотри, Виктория, какой контракт она заключила с Люцифером. Так вот интересно, этот вот как будто... А кто он? Вот она попала в этого... я вижу в эфирном пространстве, это сидит как Будда какой-то. Вот этот циклоп. Нефилим или смесь, греховная смесь, погрешность, то есть смесь человеческой ДНК и ангельского или божественного. Это, вероятнее всего, первое воплощение Ильи было на земле, Мгм. вот, как Нефилима. Так, всех интерферентов сейчас позову. Приказываю всем интерферентам в пространстве Натальи, всем им приказываю проявиться в соответствии их эфирным ДНК и встать по старшинству. Проявились черные сущности небольшого роста. Слышу 8 штук. И они какие-то как искусственные, они как роботы, они говорят, я слышу их разговор, и они говорят как электронным таким голосом. Поворачивают головы вот так. Сейчас я считаю, кто они. Считай, Виктория. Они говорят помощники, искусственный интеллект. Понятно. Это вот эти духи, которых Они вызывают. вызывают, да, эти. Это вот оно идет как-то, как котопес, вот так как-то вместе идет этот Мона Илья, вот так вот все вместе. Вот, как соединение несоединяемого разных генетических структур. А это вот эти помощники. Вот, и у них так глаза блестят, черные. Я вижу, что это из этого сна, который видела Наталья. Она как бы не спала. Они вот так вокруг стоят. Вот. А кто хозяева их? Приказываю хозяина этих помощников проявиться. Ой, я закрываю сразу портал. Закрывай. Вылетает как черный, я слышу тьма. Закрывай, Виктория. Отсоединяйся, поднимайся выше. Оно как черная дымка. Я слышу тьма. Так, посмотри, чтобы вся эта энергия не проникала в твое пространство. Отправляй на аннигиляцию. Но я хочу считать, что это такое тьма. Осторожненько, Виктория. А Не я углубляйся также туда. слышу, что легион. И там цифры пошли. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Легион. Чего легион? Чего легион? Я вижу, что там есть сущности ангельские, которые растиражированы, вот эти черные духи. Их там много, то есть каждый... Я слышу двухмерное. Вот это пространство тьмы, это двухмерное пространство. Я слышу двухмерные сущности, вот эти с глазами. Это вот эти программы, и я слышу этот электронный
электронные голоса. Мгм. Вот. Это вот это и есть тьма, которую так Илья расхваливает. Мгм. Вот я вижу, что есть основа. Вот какой-то ангел стоит, человекоподобный, и от него идет вот так растиражировано. Вот я слышу 222. 202, 2, 2, 2, 2, 2. Вот такая разрезанная реальность на такие слои. Мгм. Когда я смотрю, то я вижу, что это как зазеркалье, другими словами, попросту можно сказать. Оно повторяется, 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 повторяется. Я смотрю, я слышу двухмерное пространство, двухмерная реальность. Мгм. Так, а что это за светлая там сущность? Она открыла портал Мгм. и скользнула туда вниз. Так, сущности этой приказываю проявиться в ее пространстве. Приказываю это. Я захожу, это как будто какая-то темница, как тюрьма. Там такие штуки какие-то висят везде, как черные веревки, как будто бы все такое очень темно, никакого света нет. Я вижу, там сидит душа Натальи, привязана за правую ногу. И она говорит: ритуал смерти. Она Мгм. там сидит и говорит: ритуал смерти. Она привязана. Вот так вот сидит и показывает вот это ее потерянная душа во время этого ритуала, который она делала. Я вижу, что занятие эзотерикой и вызывание духов с Ильей, этот контракт, который она расторгла, он снова как бы становится недействительным. И снова вижу, как эта учительница поднимает юбку, показывает свой пиндер черный и говорит, что мы одинаковые, мы вместе. То есть она намекает, она не намекает, а просто указывает, что ты не имеешь права сопротивляться, потому что ты такая, как мы. Ты делаешь то же самое, что делаем мы. Ты вот магичила в каком-то воплощении, значит, ты не имеешь права иметь свою собственную мысль. Вот. Мгм. Так, И хорошо, на Виктория. на эти события как раз вот эти помидоры, эти оранжевые, как раз это и есть те помощники, которые выискивают эти погрешности, чтобы не дать возможности человеку, человеческой душе освободиться. Мгм. Так, Виктория, пока это отсоединись от этих ситуаций, поднимись повыше. Так как подняться повыше, нужно расторгать контракт и ее оттуда доставать. Так, я хочу, Виктория, посмотреть вот этот ритуал, когда она с камнями делала. Какой контракт она заключила с Люцифером? На что она Вот это согласилась? как раз и есть. Я вижу, что вот там в этом пространстве, в реальности она делает этот ритуал, а ее часть, я слышу, восьмимерного сознания, то есть восьмимерное сознательное опускается в двухмерное. Вот это она проскальзывает, и вот сейчас контракт. По условиям контракта на правую ногу вот это зацепляется, вот эта штука, и держит ее Мгм. там. Контракт подписывает. Так, что в контракте? Давай посмотрим. На что Я, она согласилась? я вижу, что когда она делала этот ритуал, я слышу умереть в небытии. Она сознательный делает выбор
на, на физике, то есть колдовство. Почему говорят, что колдовать это значит подписать контракт с дьяволом, продать душу, потому что там не присутствует аспект обмана, то есть человек делает сознательное решение, Мгм. вот, и поэтому это очень сильный контракт. Поэтому вот они, эзотерики, и пытаются привлечь человечество, завлечь в магические ритуалы, называя их там разными именами, но по сути это все одно и то же. Вот. И я вижу этот контракт «умереть в небытие». Мгм. Она говорит «получить желаемое», и она получает, то есть я вижу взамен какая-то как скала черная, как угли, которые как будто вот так вот сложены, черные-черные, и она это берет и как будто бы в левую ногу, как в карман вкладывает. Сейчас я хочу посмотреть. Она говорит «тайные знания». Она хочет кому-то отомстить в том воплощении. Мгм. Я вижу, что когда она этот ритуал делает, у нее вот из этой левой ноги идет такой луч, который прямо в центр этого вызывания этих помидор. Мгм. Это, то есть в этот ритуал, вот когда она смотрит, когда она впервые вот вызывала этих помощников, эти апельсинки. То Мгм. есть а, Виктория, вот спроси у Натальи, что это за на физике, что за безысходность, что произошло, из-за чего она делает этот ритуал? зачем ей нужно было это? Да, ты сказала, что на физике она чувствовала безысходность. Да. Что причиной этой безысходности было? Что это за событие, послужившее причиной этой безысходности? М, Вижу такую картину. Она берет такие кольца, как опускают кольца в землю, чтобы один на один, потом накладывает и делают такой колодец. Мгм. Вот. А она такие кольца, только вот такие, ну, поменьше, накладывает один на один вверх, там, где она сделала этот круг. Накладывает и становится внутрь, и от этих колец идет в сектор магии, привязка к кому-то. Так, кто Там это какой-то там ребенок. кто это в секторе магии приказываем ему проявиться? Я вижу, там ситуация какая-то. Давай посмотрим, Виктория, на физике, что происходило. Я вижу, девушка беременная, и она говорит: «Я понесла сына». И я вижу, как у нее, она беременная, у неё большой живот, но Мгм. она очень какая-то несчастная. И у нее подключка от ее нижних чакр вот так как-то идет через зад. Ну, неправильно я выразилась. Вот так вот как-то с живота, ну, внизу ног и на спину, а за спиной черная сущность стоит и вырывает вот эти, как у ромашки, типа. А эта сущность, я вижу, это и есть вот этот а, я слышу М. Люцифер и вижу этого Нефилима, Нефилим. этого Мгм. вот чудище.
оно огромное. Она говорит, что она понесла сына. Мгм. Спроси, а почему она несчастная? Почему-то пошло вот так, убить дьявола. А почему она несчастна? Мгм. Я вижу, она сидит, и этот сын ее, он растет просто на глазах у нее. И она вот смотрит на него и говорит: Люцифер. А у него рога вырастают, и он растет, так растет, растет. Ноги такие вот с этим лохматые. Вот. И он так раз вырос с ее ног. Вот она сидела, как будто бы он у нее, знаешь, как на юбке. Мгм. И раз, и вскочил, и как бы соединился с этим, с этой сущностью. Мгм. Так. Мгм. А вот это, Виктория, подключка к нижней чакре, ты сказала. Что это за подключка? Я вижу, как огромный человекоподобное существо, этот нефилим. Он вот так на нее наступает, а она вот так отодвигается, как бы, ну, лежит на земле. Вот эта поза такая. И он ее хвать. Мгм. Я вижу, что он не как человек, что это... вот оно что. Это как сущность, в сущности, как вот, Как вот это матрешка. вот эта двухмерная реальность. То есть он с виду как будто бы имеет тело физическое, а внутри в нем живет дух. Не как у Мгм. человека. У человека, образно говоря, человеческий дух можно назвать как программа, совершенная программа развития и бытия. Но так как все энергии живые, эта программа, это тоже этот дух, он живой. А здесь получается, что как сущность в сущности. Мгм. Поэтому я увидела, что вот этот, он встал и соединился с этим. И снова Мгм. я слышу: убить дьявола. Так, Виктория, давай посмотрим вот момент, когда он наступает на Наталью. Что в этот момент происходило на физическом плане? Он ее изнасиловал, и она понесла ребенка, говорит, понесла сына. Мгм. Говорит, Чернобога. Так, а спроси у Натальи, почему она допустила, чтобы ее изнасиловали? Она вот так, я слышу такие звуки какие-то, щелк, 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 и говорит, что это ее проект. Я вижу, ну, я не хочу отсюда выходить, чтобы не терять нить. Мгм. Но вот это другим своим, а, я, ну, просто еще не сказала, что уже проявлялся этот сектор миссии, я ее там видела, лицо. Да, понятно. Ну хорошо, Виктория, тогда не это. Давай посмотрим во время этого изнасилования, на чем они договорились с этим а, Нефилимом. Какой Я контракт? вижу, что возникает вот этот символ соединения инь и янь, типа. Мгм. Эм, вот. И, она вот эту правую ногу, она у нее там закрепляется в этом пространстве. И что это за пространство сейчас? Слышу, что она ответственна за рождение эгрегора смерти. А почему?
Я М. вижу, что во время, и вот как он наступает, у нее вот это было желание убить дьявола. И вот это ее, эти энергии, желание убить, это М. как зародили этот, она же как божественная творческая душа, то все желания как бы, вот они, Да. я слышу, зародить, зародить. И она как бы зарождается, а, это коричневое Эгрегор? пространство, эгрегор, да. То есть Мгм. это зарождается этот эгрегор, потому что все ее последующие воплощения, с одной стороны, они будут запутывать все ее желание распутать это и выполнить этот гештальт, первичный вот этот призыв и желание убить. А с другой стороны, они будут мешать, то есть запутывать ее все больше и больше в каких-то М. махинациях темного мира. Противодействие такое, да? Да. Мгм. Я слышу, а, так, она зарождает этот, а, и фактически этим же решением, этим желанием убить, я вижу, как она обрезает свою возможность. У нее как петля вот так идет на пятой чакре. И там вот в секторе, я попадаю в сектор подписания контрактов, вот где именно вот оно находится ментально. Так, сейчас я Мгм. посмотрю. Посмотри, Виктория. Она говорит, я отдаю свою ногу. Мгм. Что это символизирует, Виктория? Отдать ногу. Правую ногу. Мгм. Сейчас я посмотрю. Она вот так показывает, как она идет как будто бы на таком костыле. То есть вот так до колена нога ее, а М. ниже уже как будто костыль с таким, ну, как копытце такое. Мгм. Так, это копытце она получила взамен этой ноги. Ну, Так это как получается, бы, да? нет, оно так, как знаешь, я слышу, усохло. То есть А. жизненную энергию она отдала, это как дерево. И мне сразу идет Илья, этот Сталин с сухой левой рукой. То есть он колдун, и он родился в том воплощении с этой сухой рукой. Почему-то идет. Это не он ли забрал у нее энергию, чтобы родиться в этом воплощении уже с нормальной рукой? М. Я сразу вот это увидела его, Сталина, и у него такая рука, вот такая. Ну, я думаю, проявится это. Да. Так, хорошо, давай посмотрим контракт с этим нефилимом. Мгм. Так, отдала ногу. Что еще? Она говорит, родила духа. Мгм. Так, духа. Это Чернобога, да, Виктория? Вот этого духа имеется в виду. Да. Мгм. Так. Она вот это, я вижу, как слепила, как соединила вот эти две генетики. Генетику духа, то есть духовной сущности, потому что слово дух, оно имеет несколько значений. Дух – это сила духовного существа, и дух – это сила физического существа, то есть духовная сущность. И дух – это отдельное существо.
духовного плана без физического воплощенного в нашем понимании физического тела, но который имеет свое духовное тело. Мгм. Потому что вот дух, вот этот тьма, я видела, оно бесформенное лезет, как дымка. Это тоже как дух. То есть это как программа, как вирусная программа, скажем так, которая расползается по сети и портит там компьютеры. Стоит только нажать на какую-то кнопочку, и оно уже заражает пространство. Точно так работает дух насилия, дух лжи и так дальше. Люди, которые внимают этой информации негативной, она как вирусная программа заполняет разум человека, и он превращается уже как в биоробота. То есть как в Мгм. зомби. Он уже не своим сознанием живет, а вот этими программами. А его сознание куда-то уже в другие пространства уходит. То есть идет замещение. Так, а вот этот дух, Виктория, он в каком-то пространстве, так, дух Чернобог, она его родила в каком-то пространстве? Она на земле его родила. И я вижу, что она стала его матерью, основой. И ее эфирная часть, ее духовная сущность, она вот там э, как основа его, она там, она считывается как невольница. А он, используя ее уже, эту энергию, спроецировал вот свои эти проекции в разных двухмерных пространствах. И выстроилась вот этот эгрегор, выстроил вот этот портал, по которому она вот этот весь, вся эта конструкция, этот портал, который затягивал ее же с одной стороны в эти колдовские ритуалы, то есть вот это колдовство, потом этот ритуал в школе, вызывание духов с Ильей. Короче, это Вся цепочка это. вся Мгм. цепочка, да. Это как такой эзотерический портал. ам, И я вижу, что человек в него попадает, когда сам. Не может человек вот попасть из другого пространства, если он не причастен к этому. То есть только по личным контрактам. Мгм. Так, Виктория, давай посмотрим на физическом плане, какое решение приняла Наталья прогнуться под этого нимфилима. Где это Я уже событие второй раз М. вижу Мгм. ее лицо из сектора будущего, сектора миссии. И она вот так, типа, но не мне говорит. Сейчас я посмотрю. Посмотри. Она говорит этой девушке, которая вот отползает. Я вижу, как ее высшее я буквально отвязывает ее там оттуда. И она вот так ментально просто летит, как она Мгм. сначала летела вниз, а сейчас вверх, вот сюда, и отвязывает там, развязывает узел, разрубает буквально. У нее такой огромный меч, и она вот так разрубает огромную черную связь с сектором магии. Мгм. Так, Так, вот эта божественная сущность, спроси у нее, для чего она девушке говорила, чтобы она молчала. чтобы она Как согласилась. Буквально это выглядит как Ага. проглотить. Как будто проглотить эту обиду, позволить себе впервые Мгм. а, я Так. вижу, что происходит в этом секторе принятия решений, как завязывание. Там такие, как нимфы. Я ее лицо вижу. Как нимфы такие летают, и среди них она.
Это подготавливает, говорит, мир для спасения, Мгм. для улучшения. Я вижу, что она там не одна была, там много этих девушек было, изнасилованных и которые родили этих нефилимов, этих детей. Вот. Мгм. Со смешанной энергетикой. Да, это ДНК смешанные разных разноплановых сущностей. Мгм. Так. Так, я ей передаю, чтобы она расторгала этот контракт и отказывалась, что ее рациональная часть сейчас отказывается взаимодействовать с этими энергиями и зарождать этот эгрегор колдовской, Мгм. вот этот эгрегор мести, колдовства. И Да. Расторгнуть контракты с Люцифером, отказаться, прогибаться. я вижу, что произошло вот что. Она Мгм. родила этого ребенка, а этот ребенок такой стал, как сияющий. И только он родился и сразу набросился на этого отца своего и Мгм. начал, и этот свет начал эту тьму буквально, а эта тьма, когда я посмотрела, она такое, как маленькие роботы, как эти, которые вот так говорили. Это вот Мгм. это роботизированное пространство двухмерное. И они как муравьи, вот эти муравьи, это трой. Мгм. И этот свет начинает буквально вот такой, как массой своей, оглядывается, смотрит на мать, радостный такой, на сектор миссии и буквально растворяет эти черные роботы. Они ломаются, Мгм. они обесточиваются. Я вижу, как буквально с этого сына он как бы забирает свою энергию вот такими полосочками, как ниточками, из каждого этого существа роботизированного. То есть обестачивает матрицу смерти и матрицу магии. Отлично. И эти все, вот это портал такой, где эта тьма вышла, так и все ушло в одну точку, и портал закрылся. А Наталья, вот там, где она подписывала этот контракт, говорит, ну все, время закончилось. И раз, вот так, у нее как будто бы юбка была поднята до сих пор. Мгм. И она вот так раз, эту черную юбку, и сняла с себя. Я вижу, как она взмахнула крыльями. Вот они были как привязаны там. Она взмахнула сейчас крыльями. И вижу, как у этой учительницы тоже эти энергии, они утянулись в сектор, в тот портал. То есть получается, что она своим решением убить дьявола родила этот эгрегор, и эти все люди, которые вот были, я вижу, она говорит, сверстницы, сплетницы, вот это все такое, знаешь, чтобы не жить спокойно, а выяснять какие-то отношения, что-то делать такое. Вот Мгм. эти все уходит. И я Хорошо. вижу, как эта девушка, которая стояла под этой кожаной, как будто это юрта такая, она вот на финскую эту штуку похожа. Юрта какая-то такая, да? И она снимает радостно, это сняла, и вытаскивает из сердечной чакры какую-то штуку. Говорит, колодец смерти, как каменное такое, каменный рычаг, каменная такая штука круглая. И я вижу, как к этой черной штуке
привязан кто-то. Вот это Так. моноилья. Вот Мгм. это сущность уже одно целое вот это, потому что Илья поглотил полностью Мону, несчастную уже там. И этот камень, это как карма, потянул Мгм. его вниз. Она отменила это, говорит, начертание зверя. И Мгм. появился вот такой крест на этом месте, где она делала эти камни, раскладывала этот ритуал. И я вижу в этот момент, как эти все шарики оранжевые полетели в экран компьютера, в этот символ Цельнозоры. Мгм. И компьютер вот так перевернулся, и вот так летит в портале, перекручивается. И произошел вот там взрыв. Ну А да. Наталья поднимается вверх, и вижу, как Мгм. у нее сияет сердечная чакра. Она поднимается, и она говорит: я низвергла Люцифера. Отлично. Вот. Ничего. Так, хорошо. Вот этот контракт, значит, она с Люцифером полностью расторгла, когда она рожала этого дитя. Ну, судя по этим всем событиям, то, Мгм. конечно, да. И сейчас я вижу, как она этой учительнице просто пихает Да. ей в рот те Ага. ее Вот. же слова, то есть те ее убеждения. И я вижу, как Наталья отказывается принимать участие. Она этой свечой черной вот так ей просто в третью чакру Мгм. этой с козлиными ногами учительницы. Она выходит с этого круга смерти. Вижу, появляется она в секторе принятия решений и оторвала это все событие, как глыба от нее отваливается. Вот. Мгм. И я вижу сейчас ту ситуацию, где она смотрит вот так, как будто бы прижмуренными глазами на этих сущностей. Вот. И как бы Мгм. укрыта была одеялом этим черным, вот так, этими энергиями. А сейчас она встает, и я вижу, как эта гиря черная с ее правой ноги, это как карма. Она им отдает, и они падают. Мгм. Вот. Так. И Татьяна появилась. Она же сделала все, ну, вчера отказалась от этого импланта в правом глазу, от этой Мгм. линзы. Я вижу, как эта линза тоже уходит в сектор магии к этому Илье Черномору. Он, наверное, Чернобог и есть. Ну, этот, который мифический, Мгм. описывает в мифах. А, в этой Вот. И ведической культуре, понятно. ну, ведическая культура тоже Да, неизвестно откуда взялась, тоже там. конечно, конечно. Так, Виктория, вот это еще со сном, когда этот убийца Илья приходил, там тоже какой-то контракт был. Пусть она зайдет в Да, этот сон. я Мгм. вижу этот контракт. Он, вот это я вижу в секторе интерферентов, это как гипноз идет, рука на руку, рука на руку. Мгм. И я вижу, что сейчас я зайду в этот сон, посмотрю. Зайди, Виктория, в этот сон, как он изменился, посмотри. И я вижу, надо зайти посмотреть, какой там был контракт, потому что там очень странно, что она отвечала на вопросы. А М. в секторе магии в этот момент я слышу стенограмма. И
как будто печатает машинка. Тык-тык-тык-тык, такие звуки идут. Она отвечает на вопросы, она рассказывает, я слышу тайную информацию. Угу. Она Понятно. рассказывает информацию, она идет как свидетель. Я вижу, что там в эфирном пространстве, в секторе магии, ей привязывают вот этот черный, вот эту карму, ответственность ее, то есть идет переброс Угу. кармы вот этих колдунов на нее. Вот она как свидетель, я слышу, что она раздала шифры, то есть она их пустила в свое пространство, они считали, нашли ее эти договора и, как говорится, умыли руки. Угу. Ясно. Нашли козла отпущения, типа. Сейчас я вижу, как она вот осознает это, и во сне я вижу, что она видит, что на самом деле она была в том сне вот привязана, и у нее вот эта нога только до половины была человеческая. И я вижу, как она этой ногой, которая была как усохшая, как двинет по этому Илье, который пришел вот с бородой в ее пространство. Угу. Вот. Я вижу, как она берет вот этот шар огромный, эту тьму, и просто ему отдает. Я вижу, как эти люди встают, которых он убил. А Угу. кто это, интересно, кого это он убил? Посмотри, Виктория, кто это люди. Ну, это он убил в эфирном пространстве, то есть я вижу, что первая это поднимается Татьяна с этим. Я передаю Монокль. Угу. Татьяне, что она уже расторгла свой контракт, ее там уже нет. Угу. Второй я слышу Тарас, вижу Тарас и Аня. Им тоже передай информацию Да. о, да, о этих расторжениях. Если они хотят, то пусть тоже свои контракты, ихние контракты И в пусть этот, да, и в Мгм. этот момент он вот так смотрит на свою вторую и первую чакру, а там вот так клубочком свернулась Мона. И тоже передаю информацию. Мгм. Вот. И вижу лицо Натальи. Она смеется. Я вижу, как она встает. И вот так это как струсила. И вот эти черные штуки, роботизированные эти, уходят. И сейчас я вижу вот этот, который мельтешит перед ней. Вот эта штука. Круглая вокруг оси, которая... Ага, я понял. Да, это у этой учительницы вот так свисало, и это то же самое, то есть это связь, это вот связано вот это этот механизм распознавания этих механизмов влияния на душу. Вот. И я передаю Наталье, чтобы она Да. приказывала, Пусть чтобы все... приказывает, да, учительнице, чтобы эта учительница и этот дух забирали все их воздействия ихними руками и призывала карму за вторжение. Это не только учительница, это и в первую очередь Илья. Мгм. А на Тараса идет переброс кармы. Илья перебрасывает на него свою карму и на Аню. Вот, потому что они не порасторгали свои контракты и пошли по пути лжи. И поэтому я вот вижу, они там в портале, и он перебрасывает. А, ну, почему Тарас такой упрямый, я не могу понять. Чё не прийти, не почиститься, не покаяться. А, вообще Ну, странно. гордыня. Вот. Ну, короче, Наталья Передай. Ага. смеется радостно. Ну, хорошо. Я Мгм. ей передаю, чтобы она выталкивала из ее пространства и отдавала всем виновникам все ее
вот эти чужеродные энергии, чтобы она очистила свое эфирное ДНК. Мгм. Очищает. Да, очищает, поднимается вверх, энергосфера огромных размеров, прочная. Мгм. И я вижу, что тянет ее, вот в ее пространстве есть этот с переворачиванием этого под водой. А, Я вижу ага. ситуацию, вот как в кабинете. Она стоит и отказывается, отменяет Мгм. этот, Участвовать в этих, в этом да. эксперименте или что это такое было, да? И я Да, вижу, эти как с ее тренировки. Мгм. пространства вот эта вся эта вода, это все уходит. Она поднимается, вижу, как взмахивает крыльями, крылья свободны. Я ей передаю, чтобы она излечила свою ногу. Вижу, как энергия вот так эта черная уходит, и чтобы она убрала все абсолютно чужеродные энергии, отменила вот эту аварию. Мгм. Все Вот. пусть эти события, да, которые произошли, пусть И изменят, да. это что такое? Вижу автомобиль, крышу автомобиля, и птицы какают, какают, летят. И так как. Я тоже передаю, чтобы эти все ситуации она отправляла туда, откуда они пришли. Вот, и Мгм. всем интерферентам, и всем насильникам, и всем магам пусть отдает карму. Она божественная душа, и никто не имеет права уличать ее в чем-либо. Это ее пространство, это все ее решение. Я вижу, что вот там из ноги, где была эта цепь, встал Мгм. такой дух с таким вот это рыком и ушел в портал. А там, где нога ее правая, там вот этот портал так искрится и закрывается. И я говорю ей, чтобы она пропустила в коленной чашечке, там эта черная точка какая-то есть, тянется в сектор магии. Мгм. Кто в Что-то секторе есть. магии? Приказываем проявиться. Кто это в секторе магии? Так. Вижу какая-то ситуация. Люди смеются. Мгм. Как будто вызывание духов. Там такая, как рулетка какая-то, как играют в лотерею. Не в лотерею, ну, я не знаю, как даже услышала вот это, как что, где, когда. Вот вот этот звук. Мгм. Вот. И такая, это там разделенный круг, и бегает такая черная стрелочка. И я слышу, ты виновата. Так, кто это сказал? Ты виновата, ему приказываю проявиться, согласно физическому ДНК. И я сейчас посмотрю, что это за рулетка такая. Мгм. Такой центр. По центру такая ось черная. Я смотрю, что в этой оси вот именно заключенная эта девушка, которая этот магический ритуал сделала. И я вижу, как Наталья берет и это место, где этот колдовской круг, она берет и просто, а там как пепел горячий, и она его вот так как-то раздвигает руками, достает с этого портала, говорит крючок и выбрасывает в сектор интерферентов. Вот так вот сделала. Мгм. И вся фигня. Это рулетка, это вот этот эгрегор, это программа, которая выискивала изъяны, чтобы не дать человеческой душе освободиться. Да, ищет что, где и когда, да? Мгм. Да, Да. нормально. Обалдеть. Вот. Она поднимается вверх. Мгм. Вот я ей
передаю, чтобы она исполнялась светом, гармонией, чистотой, радостью. Я вижу, как она, а там, короче, мы все там, много нас. Это Мгм. сестры эти, нимфы. Летаем, я вижу, как развязываются эти прозрачные ниточки, и она вот развязывает, Мгм. говорит, утилизация. Вот, поднимается Хорошо. вверх. Мгм. Виктория, хотел спросить, вот этот мальчик, которого она родила, мы его знаем, кто он такой, э, который стал светлым и тьму уничтожал? И вот этот ребенок. Мы Э, знаем? А я слышу, идет как дар, дар. Дар. Так, Виктория, А я найди твое вот лицо. Дара. Этот. Дар, дар, я слышу дар, но читается как-то в ту сторону, получается рад. Ну да, я понял. Я вот чувствую что-то вот буквы знакомые. Рада, да. Вот только в обратную сторону. Рад– это радость, а радость– это энергия счастья, радость– это энергия Вселенной, священной Мгм. Вселенной. Там все радуются, шутят и преисполняются. Ну, вспомните, какие мы были радостные Да. в юности, в детстве. Я как вспомню себя, так думаю, ну как же найти было радость, вообще все радовало. Экзамен, найти какую-то это самое, ну, энергия вот так вот плескала. Это радость, это безудержная. Во всем Мгм. только радость найти. Хорошо, Виктория, я тоже тогда все отправляю черное на аннигиляцию. Вот это все чужеродные энергии, все программы, все подключки с моего пространства, с общего пространства, всю эту тьму отправляя на полную аннигиляцию. Мгм. Хорошо. Мгм. Возвращайся, Виктория, к Наталье. Да. Так, сейчас посмотрю, что по аспектам осталось. Ничего уже не осталось. Не осталось. Ну хорошо. Пусть Наталья проверит все, что еще, какой потенциал, частички души, энергии осталось. Пусть она призывает со всех мест, где оставила, и забирает, очищает, закрывает порталы. Действительно, она говорила, что ее муж как будто бы не слышал ее, и Мгм. я вижу, он вот раз в этом автомобиле и слышит ее. Мгм. Хорошо, Вот, изменилась, да, эта да. ситуация? Ну, это вообще, этот Илья, он сколько аварий уже люди, ну, предотвратило. А были подстроены им эти аварии, вот люди обращались. И у меня Мгм. то же самое было раз 10 уже. Дочь моя перестала ездить, она уже боится, потому что она как увидела, что это творится, просто какой-то ужас. А я сразу, а я же вижу, кто это и что, сразу карму туда. Мгм. Вот. Так, хорошо. Посмотри, у Натальи причины плохого зрения. Она все убрала? Я вижу, что это вот эту девушку, которая там сидела, то есть это ее решение было. Мгм. Вот. Я Ну, ей хорошо. передаю, чтобы она, вернула себе ее божественное видение, ее физическое зрение, гармонию, красоту, здоровье, весь потенциал, выполнять любое желание по ее воле, а все чужеродные воздействия и все отдавать карму и в портал на утилизацию. Мгм. Восстанавливать пусть ее суверенность, Мгм. чтобы... Мгм. Хорошо. Так, поднимаемся все вместе, Виктория, максимально вверх. Да.
Еще раз просмотрим все чужеродное, отправляем на аннигиляцию, все порталы закрываем, Мгм. наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, процветания. Да. Спроси у Натальи, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да. Мгм. Хорошо, тогда прощаемся с Натальей. Мгм. Отсоединяйся, Виктория, от всех и всего. Мгм. Проверь твое личное пространство. Да, мне только идет слова из Библии, что пятая часть земли стала красной. Красной от крови. Вот это красное коммунистическое знамя. Мгм. Я вижу, как оно вот уходит в портал. Это Мгм. связано с приходом Люцифера, который, вот я слышу, престол сатаны обосновался там в Москве. И с приходом этих диктаторов, вот Сталина, Ленина, вот этих, этой мафии. Мгм. И оно Да. уходит, вот эта энергия вот так из планеты в этот портал, Мгм. вот так уходит, и мы очищаем и запрещаем Мгм. вот эти мафиозные, демонические структуры, демоническую власть на нашей священной земле. Мы провозглашаем право каждой живой души жить по законам Вселенной и и призываем коны священной Вселенной, чтобы первоисточник жизни, гармонии, и радости и счастья наконец восторжествовала его власть у нас тут на земле, и чтобы Мгм. каждая живая душа жила по конам жизни. Мы запрещаем смерть в нашем священном Запрещаем смерть. пространстве. Виктория, посмотри, вот это эгрегор смерти уничтожила Наталья, которая была основоположницей. Ну, по крайней мере, в своем пространстве. Это, образно говоря, смерти. Любой эгрегор – это есть эгрегор смерти. Потому Мгм. что в священном пространстве никаких эгрегоров нет. Эгрегоры, они выглядят как воронки, вот этих, которые засасывают, это порталы. А в священных пространствах, чистых пространствах, там гармония, и все имеет, устремляется к полному шару. То есть там нет этих таких Мгм. воронок, нет дырок таких всяких. Вот. А любой эгрегор, абсолютно любой, как бы он ни назывался, это идет утечка энергии к источнику смерти. Поэтому это и есть смерть. Это религиозный или профессиональный эгрегор, или еще какой. То есть человек должен быть свободен абсолютно от всех и от всего. Мгм. Добро, Виктория, хорошо. Так, ну все. Еще раз оценить, Виктория, от всех и всего. Да. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, и ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю. Будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Наталья, включай микрофончик. Ну что, хорошо поработали. Ой, это какие-то праздники каждый день. Не Ух, свергла Люцифера. Да, добиваем. Идет конкретный разбор этой матрицы. да Блин. уж. Я как расторгла тот контракт, самый, ну, главный, солнце вот тут вот вышло, начало светить мне на лицо. Все было такое Да, тучами затянуто. И с тех пор вот так вот, ну, все за тучами, но А более я так и светло. говорила, что с тебя все началось, и на тебе все закончится. Так оно что-то заканчивается уже какой сеанс. все, что имеет начало, да, имеет и свой конец. Да, это сколько всего я поначинала когда-то. Да. Ну, молодец, Наталья, молодец. Да. Спасибо тебе за мое Да. освобождение. Так получается, Евгений был моим сыном тогда. Ну или... Ну, не знаю, что там такое было.
Ну, Или- что-то такое было. То есть, ну, смотри, как Евгений бог эфира, потому что я видела такую, ну, как комок такой энергии, радостный, с таким сияющим лицом, такой задорный. Не было видно, как человеческое существо там с ножками, с ручками, знаешь. Вот. То есть... Ну да. Я поняла Помнится, сейчас. я ж разделился на 225, по-моему, частей. А Было как-то в слушай, сеансе. Какая-то часть, да. А так теперь я поняла. возвращаюсь. Она же тогда родила духа Мгм. темного. Она заменила, родила духа светлого. То есть духовную сущность светлую. Вот. Значит, Вот оно просто что. я родился в духовном. Ага. Весь. Ну, там же мир Как-то был весело другой. это, да. Как-то весело. Не, имею в Да, виду, весь родился в этом. 100 раз, наверное. интересненько. Ну, интересно, очень, да. Вот. Ну, А, э, когда это? Вчера мы с Натальей, с Татьяной работали. Татьяна, да, вчера. Да, и вчера сеанс был очень тяжело шло. То есть очень много было закрытых ситуаций. Я так думаю, что это, может, ты еще как-то была связана. Вот понимаешь, почему нельзя заниматься групповыми медитациями? И вот это вызывание духов, это этих помощников, это по сути и есть групповые медитации. Это как групповое изнасилование. Срушено, потому что война– это противоестественно. Войны не должно быть, людей убивать нельзя. Вот. Насильничать тоже нельзя, магичить нельзя, то есть лгать нельзя. То есть это все противоестественно. И что получается у девушки? Смешение всех этих генов, всех этих насильников получается. Это совместно, это вот так и есть в криминальном кодексе, как групповое любое преступление, оно карается более а, жестко, чем, например, человек сам что-то сделал. Ответственность намного больше. То есть, а люди это не понимают и ходят по этим эзотерическим практикам. Я почему с Еленой отказалась? Говорю, Лена, у меня не было опыта, что такое эзотерика. Я никогда никакими эзотерическими практиками не занималась. Мне когда какая-нибудь эзотерика попадалась, я послушала видео, 2, я чувствую что-то не то. Все, я даже не разбиралась, что это такое. И она вот сказала, давай мы проведем что-то там, какое-то совместную медитацию. Мы сделали. И я после первой же этой сказала, мне это не нравится. По-моему, еще одна была, и я ей говорю, мне это не нравится, потому что я вижу, что люди не защищены, что летает какая-то энергия, а я не могу уследить за всеми, я не знаю, то есть мне это не нравится идея. И после первого сеанса, или я не помню, это 1 или 2 было, максимум 2, мне помнится 1, ну, может 2, не знаю, то одна из клиентов, которая занималась этой медитацией, забеременела планетой Землей. Вот. И когда мы ее чистили от этой планеты Земли, я все увидела, что групповая медитация– это зло. Потом начали писать в аспектах люди, что даже эзотерики, грамотные эзотерики знают, что групповые медитации, ничего этого делать нельзя, потому что идет смешение энергии. И вот результат. Даже вместе там не было, вероятно, такой групповой медитации, но занимались одним и тем же вызыванием тех же самых шариков, этих помощников типа, да, то есть открыли пространство, и получилось смешение вот это. И именно это мы видим, насколько оно мешает человеку освободиться, с одной стороны, а с другой стороны, это как бумеранг. А с другой стороны, позволяет докопаться до самых глубин.
Потому что найти все эти зацепки. Это поразительно, да? То есть ничего того, это снова мне вспомнились слова из Библии, что ни одно оружие против тебя, то есть того человека, который встанет на путь истины, ни одно оружие не будет иметь против тебя силы, что каждый враг упадет. Мгм. Это уже заключено, вот это, весь этот механизм в самом нашем пространстве. То есть само только желание и наши малейшие шаги быть чистыми, истинно чистыми, вся Вселенная включается, чтобы нам помогать. Так Мгм. что это удивительно и поразительно. Кто Да, мог подумать, что на школьных выпускных такое происходит, правда? это пипец. Хотя вся наша учительская система, это обучение основано на деградации личности. Я проработала в школе после университета 7 месяцев, и все, я ушла. Я сказала, я там работать не буду. Я это не могла перенести. У меня сердце болело от этой... ну и я еще попала в детдом. Я была с Мгм. детьми 12 часов, даже больше, чем 12 часов от 7 утра до 7-8 вечера, до 9 вечера. Вот. И я видела, как эти учителя издеваются. Я установила свои правила. Я запретила бить моих детей в моем классе. Я захожу в класс первый раз, мне дали самый трудный класс, 6. Вот. И все от него отказались. И я знакомлюсь с классом, мне там рассказывает это то. А вот эта швабра. Я спрашиваю, почему швабра и веник в классе находятся? Они должны находиться В в бытовой подсобке. комнате. Дети говорят, что веником бьют девочек, а шваброй мальчиков. Я им прочитала лекцию, что дети это не животные, что даже животных бить нельзя, тем более детей, рассказала, что они личности суверенные, ну, своими словами, не суверенные, конечно, что Ну да. самодостаточные, что они маленькие, но они люди, что их нельзя бить. Я сказала, вынести это, и если кто-то из учителей захочет их бить, то пусть они скажут, что прежде чем бить детей, пусть они придут ко мне. То есть учитель пусть к классному руководителю придет, и я поговорю с этим учителем. Думаете, кто-нибудь пришел? Никто не пришел, но мои дети биты не были. Больше не были биты. Я ни с кем не ругалась, ни с учителями, ничего такого не было. Но в других классах детей били очень сильно. Вот. Да, да. Какие программы, какие нравы. На добро. Спасибо, Наталья. И вас Спасибо благодарю. за хорошую работу, потому что работать было, ну, конечно, это все смотреть нелегко, но очень радостно, что все, ну, все логично, оно все легко. Потому что вчера был такой сеанс тяжелый с Татьяной, и очень много не раскрылось еще, вот, Это что-то там, где не... она певица? Я сегодня смотрела. Нет, он Нет. еще не вышел. Мгм. О, ты заметишь, там, я не знаю, возможно будет его смотреть или нет, но нужно будет, да? То есть со скрипом шел. Все закрыто, все закрыто. Что не посмотришь, ничего не идет. Вот. Ну, тоже что-то мы там докопались до какого-то О, такого. мы ж хорошо Да. докопались. То есть копалось очень трудно, Это но торговый союз докопались. с этим голодом, который Илюша гипнотизировал эту Анну Ярославну, что Мгм. голод, что надо это спасать, пшеницу, а в итоге воровал все богатство. И это вся вот эта машина Илюшина, машина времени,
которой он пользуется, астральное продолжение сеанса Алоа. Короче, все надо смотреть одно за другим. Будет интересно. Мгм. Смотрите следующую серию. Все, вам благодарность огромная. Ну, всего Вот. доброго. И нам Да, благодарность. Всего доброго. до свидания. Пока-пока.